Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. По просьбе подписчицы сделала панно с водолеем. Для основы использовала старую виниловую пластинку, но если у вас ее нет, основу можно сделать из гофрокартона или вырезать из ДВП. Основу можно также сделать любой другой формы на ваше усмотрение. Перед началом мастер-класса напоминаю подписчикам, что в Telegram у нас открылась группа, в которой вы можете делиться своими работами, которые сделаны на основе моих мастер-классов. Ссылка на группу находится в описании под данным видео. Желаю всем вам приятного просмотра и волшебного творческого вдохновения. Ссылка на эскиз находится в описании под видео. Детали вырезаю из плотной кожи. Покрываю работу черной акриловой краской и оставляю до полного высыхания. Царапаю пластинку с обеих сторон для того, чтобы детали лучше склеивались. Внутренний круг делаю из гофрокартона, размер его на 1,5 сантиметра меньше самой пластинки.
Горячим дулом пистолета делаю отверстие для подвеса, затем немножко увеличиваю их при помощи ножниц. На рельеф наношу бронзовую акриловую краску. Добавляю немного светлого золота. Также можно нанести немного серебра или белого перламутра. После высыхания наношу полуглянцевый акриловый лак. Ткань для основы изначально можно было взять черную. Так как у меня не было, я применила коричневую и покрыла ее черной акриловой краской. После высыхания наношу синюю акриловую краску, затем голубую, бирюзовую и мятную. После высыхания наношу прозрачную акриловую краску с блестками. Если у вас такой нет, можно покрыть работу акриловым лаком и там, где необходимо, просто посыпать глиттером. Светло-голубой акриловой краской рисую завитушки там, где будет имитация воды. Для имитации воды приклеиваю стразовую ленту. Если у вас ее нет,
можно использовать цепочки. Дополняя работу стразами. На данном этапе рекомендую сначала обработать край пластинки, а затем уже приклеивать основу. Но так как я изначально не знала, как именно буду загибать край, то основу приклеила сразу. Если серединку вы будете вклеивать сразу, так как сделала я, то необходимо аккуратно работать, чтобы вода не размочила гофрокартон. Для того, чтобы пластинка легко деформировалась, нужен крутой кипяток. По краю можно приклеить любой подходящий на ваш взгляд декоративный шнур, стразовую ленту или красивую цепочку, но я решила немного себе упростить работу. Для этого ставлю аккуратные капли термоклея на расстоянии 4 мм друг от друга. Затем после их высыхания ставлю такие же капли между ними. Это делается для того, чтобы капли не сливались в одну полоску. Застывшие капли покрываю черной акриловой краской, а затем по рельефу наношу бронзовый воск. Вместо воска можно использовать бронзовую акриловую краску.
Работа готова. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам огромный-преогромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за вашу поддержку, лайки, комментарии. Мне очень приятно. Большое спасибо каждому из вас. Если вам понравится это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите комментарий, состоящий хотя бы из 4 слов, в поддержку канала. Буду вам за это очень признательна. Таким образом, видео становится популярным и попадает в топ, продвигаясь на YouTube. Гости канала, если вам нравятся мои работы, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем моим зрителям желаю волшебного творческого вдохновения. Пусть все у вас всегда получается. Крепкого всем вам здоровья и мирного неба над головой. До новых встреч!